Всем привет, друзья! Вы на канале Славик 65 и мой канал о путешествиях, о здоровой жизни, о байдарках и о велосипеде. И обо всем сопутствующем. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, я вас жду. Жмите кнопочку подписаться, не забудьте нажать колокольчик, и мы вместе с вами будем посещать всякие разные интересные, красивые места на байдарках и на велосипеде. А тема сегодня нашего выпуска сегодняшнего будет вот эта вот штучка такая интересная. Это садовая пила. Вы спросите, а какое отношение имеет садовая пила к туризму? На самом деле она имеет прямое отношение, потому что пила это оказалась, с моей точки зрения, самым оптимальным вариантом для того, чтобы в походах, как в байдарочных, так и велосипедных, пилить дрова. Как любой турист, естественно, я лично испробовал несколько вариантов добычи дров, пиления дров в походах. И на самом деле они все разные, как разные инструменты, они разные для определенных целей. То есть, например, вы кушаете борщ, вы берете ложку, вы кушаете второй, вы берете вилку. Поэтому найти уж совсем что-то универсальное, я так думаю, сложно будет и незачем. В групповом походе есть смысл, возможно, взять с собой какой-то маленький топорик, да, вот, или какую-то там пилу побольше. А я же в основном хожу сейчас в одиночные походы, и поэтому я пришел к выводу, что оптимальным вариантом будет именно вот такой. Не буду сейчас останавливаться на всех остальных. У меня есть и цепная пила ручная, которая продается именно вот в туристических магазинах. Она у меня благополучно лежит дома. Я много ей пилил, даже одно звено у меня распалось. Я больше недоволен, чем доволен. Но на этом я останавливаться не хочу. Я пришел к тому, что вот этот вариант, он самый лучший. Итак, ребята, что это такое? Это, как вы можете видеть, садовая пила Грюнтик, так называемая. Естественно, она сделана в Китае, и куплена эта пила в розетке. Ссылочка, где я покупал, будет в описании, и вы можете тоже кликнуть и купить себе точно такую же пилу. Ассортимент там достаточно большой, от 150 гривен ценой и до 1500. Но вы знаете, я не хотел брать очень сильно дорогую, потому что результат, как правило, будет один. Но с другой стороны, я уже не хотел брать откровенно, извините, дерьмо. Эта пила стоит в районе 300 гривен, даже немножко меньше. По-моему, на сегодняшний день 280. То есть это оптимальный вариант между юзабельностью, между ценой и между качеством. Я уже один раз попробовал ей пилить. Ребята, пилит она великолепно, отлично. Но я сохранил упаковочку, чтобы показать эту упаковочку вам. И в этой пиле есть, как говорят, у моей девочки есть одна маленькая штучка, так в этой пиле тоже есть одна маленькая штучка. Какие ее характеристики? Длина лезвия пилящего 180 миллиметров, 18 сантиметров, вес ее 300 грамм. Производитель говорит, что она сделана со стали 65 МН. Что это такое, я не знаю, но написано High Carbon. Я предпочитаю этому верить. High Carbon, так High Carbon. В конце концов, я там анализа специализированно, что туда китайцы напихали в эту сталь, делать не буду. Упакована она в обычную блистерную упаковку, вот такую. И давайте ее в стороночку положим. И вот достанем виновницу нашего торжества. Вот такой вид, ребята, она имеет. Какой нюанс? Помните, я говорил, что у нее есть один очень хороший нюанс. Для того, чтобы ее разложить, она не раскладывается так, нужно нажать на стопор. Вот, ребята, эта пила в разложенном состоянии. Теперь смотрите, допустим, я что-то там попилил, хочу ее сложить. Я нажимаю кнопочку, да, вот так вот. И теперь, внимание, оп! Смотрите, ребята, на полпути срабатывает стопор, потому что я даже на себе, естественно, почувствовал, на себе, естественная реакция человека – это держать в обхват.
Ну и отчекрыжить так пальцы, в общем-то, легче легкого. И умный производитель это предусмотрел. И для того, чтобы такие вот, извините, олухи, как, например, рассеянные, как я, себе не дали по пальцам, а это, в общем-то, в походе большая проблема, здесь стоит стопор. И вы убираете и спокойно защелкиваете. Все. Теперь по ручке. Вот эта оранжевая часть сделана из гладкой пластмассы. Зеленая часть, где непосредственно хват, сделана из такой, знаете, хваткой резины, которая не скользит. Она такая вот прямо прилипает к руке. Это мне тоже понравилось. И сама форма ручки, она достаточно эргономична. С обоих сторон есть стопоры, справа и слева. То есть рука у вас не соскользнет. Поэтому, ребят, я считаю, что эту пилу не тяжело будет с собой возить как велосипедные походы, ну, так и в байдарочные походы. Скорее, даже в байдарочных походах она понадобится больше. И возить ее все-таки советовал бы обязательно. Вопрос в том, что да, сейчас наша походная туристическая жизнь, она как бы урбанизируется, она модернизируется. Но вот достаточно того, что я не сижу сейчас на ижевском каремате, а сижу на удобном стульчике из Алиэкспресса. Обзорчик на этом стул у меня есть. Кстати, офигенный стул, очень классный. И рассказываю вам вот про этот нож. Но может случиться так, что в жизни всякое бывает. Короче говоря, что вы останетесь без газа и, ну, вам надо будет реально либо согреться, либо, не дай бог, конечно, турист заболел. Короче, нужен мощный, хороший огонь. Это мощный костер. Не с палочек там маленьких, которые насобирал, а реально с каких-то дровяняк. И вот эта пила, ребята, вот тут как раз будет очень даже к месту, потому что ей реально перепилить даже достаточно хорошее толстое дерево. А теперь я предлагаю сделать практический тест. Давайте с вами найдем какую-то сухую дровяняку и на практике посмотрим, как эта пила пилит. Сейчас мы с вами вместе попробуем, как эта пила пилит и насколько она спилит вот это дерево. Сейчас время 11 часов 53 минуты. Вот, давайте дождемся, не будем ждать, а попробуем отпилить. Диаметр примерно от 8 до 10 сантиметров. Вот, поехали. Так, ребята, ну вот результат. Прошу обратить внимание, не прошло даже и минуты, примерно секунд 40-35, и у меня кусок спиленный хорошее дерево. И из этого дерева, помните, я вам говорил, и вот даже, смотрите, я сейчас вот лезвие приложу, то есть пила способна без проблем, я так думаю, примерно сантиметров 15 перепилить куски дерева. Уже из этого можно реально сделать какой-то нормальный вменяемый костер. Ну, еще одно применение, конечно, такое оно себе. Это как оружие самообороны, потому что времена сейчас у нас в Украине не очень хорошие, вы сами об этом знаете. Соответственно, всякая пена человеческая вылазит, как дерьмо, поднимается наверх, бурлит и пенится. И на кого нарвешься в путешествиях, представить достаточно сложно. Вот. Ну, скажем так, если речь идет о вашем серьезном угрозе вашему здоровью, вашей жизни, ну, я лично это бы применил бы всяких как бы мыслей, а дальше уже какие там будут последствия, зависит от многих факторов. Но тем не менее, если есть угроза вашей жизни или серьезная угроза вашему здоровью, то использовать эту пилу так можно. Так что вот так, ребят, очень классная штука, мне она нравится. Мой вердикт 4 с твердым плюсом. На этом я говорю вам до свидания. Спасибо, что вы были со мной.
И, ребята, у меня к вам большая просьба. Нам, ютубовским блогерам, видеооператорам, скажем так, очень важен ваш обратный отклик. Вам не сложно прокомментировать, высказать свое мнение, поставить оценку видео. Пожалуйста, делайте это, чтобы мы понимали, в какую сторону снимать, какие видео вам интересны и могли работать в этом направлении. Всего вам самого-самого хорошего. До свидания.